Мирный план Трампа с правками Зеленского отправили в Белый дом. Европа и Украина ждут ответа. Лавров. Россия готова дать письменные гарантии, что не станет нападать на Европу, но генсек НАТО этим обещаниям не верит. В Польше арестовали археолога из Эрмитажа за раскопки в Керчи. Федеральный суд приказал Трампу оставить Калифорнию в покое и вывести Нацгвардию из Лос-Анджелеса. Между Пекином и Токио отношения все хуже. В воздух подняли истребители и стратегические бомбардировщики США, Китая и России. Здравствуйте! На канале «Один день» события, которые касаются каждого. Подписывайтесь. С вами я, Андрей Данилевич. Вооруженные силы Украины уходят из Донбасса, Украине отказывают в НАТО, вступление в ЕС до 2027 года. СМИ публикуют последнюю версию мирного плана Трампа, которую передали Украине. По данным украинского издания «Зеркало недели», план включает 4 документа. Соглашение Украины, России, США и Европы из 20 пунктов, рамочные заверения по гарантиям безопасности для Украины, обязательства США касательно нерасширения НАТО, отдельное американо-российское соглашение. Пакет предполагает фиксацию контроля России над Крымом, Луганской и Донецкой областями, а изменение их статуса возможно только дипломатическим путем. В Донецкой области предлагается создать демилитаризованную буферную зону – 30% территории региона, которые сейчас контролируют вооруженные силы Украины, в которую не входят вооруженные силы ни одной из сторон. То есть в обновленном американском плане остается пункт о том, что украинские войска выводятся из Донецкой области. При этом, судя по тому, что в целом контроль над Донецкой областью остается за Россией, то управлять демилитаризованной зоной будут россияне. По Запорожской и Херсонской областям США предлагают закрепить текущую линию соприкосновения. Остальные территории за пределами 5 украинских регионов Россия должна покинуть. То есть Россия должна будет вывести свои войска из Харьковской, Сумской и Днепропетровской области. После согласования параметров стороны берут обязательство не менять их силой. Отдельно фиксируется предложение о перезапуске Запорожской АЭС под управлением нового оператора из США с передачей Украине 50% вырабатываемой электроэнергии. То есть 50% будет отдаваться России, как и было предусмотрено в первоначальном плане из 28 пунктов. Документы снимают прежние требования к Украине закрепить в законодательстве не вступление в НАТО. Вместо этого США предлагают ввести обязательство Альянса не расширяться и не приглашать Украину в члены НАТО, зафиксированное как в отдельном документе, так и в двустороннем американо-российском соглашении. То есть запрет на членство Украины в НАТО остается. США также заявляет о намерении модерировать диалог Россия-НАТО по вопросам безопасности и выступать против размещения иностранных войск в Украине. США предлагают ограничить численность вооруженных сил Украины в мирное время до 800 тысяч человек. В первоначальном варианте плана было 600 тысяч. План содержит положения о гарантиях безопасности, аналогичных 5 статье НАТО, однако без прямого обязательства вступить в войну на стороне Украины в случае нового нападения. Подписанты обещают в таком случае сильный военный ответ, но эти гарантии не распространяются на действия Украины на территории России. Вводится порог значительного, намеренного и длительного нападения России, после которого США определяют меры реагирования. Отдельное рамочное соглашение по безопасности носит формат заверений и не является юридически обязательным, уточняет «Зеркало недели». Предусмотрено также десятилетнее соглашение о безопасности и создание мониторинговой комиссии. США также включили в пакет обязательство поддержать вступление Украины в Европейский Союз к 1 января 2027 года и предоставить преференциальный доступ к рынку ЕС на переходный период. План предполагает проведение выборов в Украине как можно скорее после подписания соглашения. В блоке восстановления предлагается создать американо-европейский инвестиционный фонд объемом $200 миллиардов. Часть замороженных российских активов должна быть разморожена и направлена на восстановление, с уточнением процедуры после консультаций с европейской стороной. Та же схема была предусмотрена и в первоначальном варианте плана Трампа. Американо-российский документ предусматривает использование под управлением США $100 миллиардов из замороженных российских активов с созданием отдельного инструмента для совместных проектов США и России. Двустороннее соглашение США и России включает взаимные обязательства. Помимо отказа США поддерживать приглашение Украины в НАТО и обязательства противодействовать размещению иностранных войск в Украине, там записано экономическое сотрудничество и реинтеграция России в глобальные площадки при выполнении условий. Также в этом документе будут прописаны обязательства России о политике ненападения.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова юридически зафиксировать обязательство не нападать на Европу. Пакт о ненападении, по утверждениям Лаврова, может быть подписан в рамках мирных соглашений по прекращению российской войны против Украины. Никто в Европе вообще не упоминает о первопричинах и требует только одного. Немедленно прекратите боевые действия, дайте Украине и нам, европейцам, вздохнуть, выиграть время для того, чтобы хоть чуть-чуть поддержать оружием, деньгами киевский режим. Вот. А мы настаиваем на том, чтобы был достигнут пакет договоренностей о прочном, устойчивом, долгосрочном мире с гарантиями безопасности для всех вовлеченных сторон. И наши переговоры с президентом США, с его командой посвящены именно этому, поиску долгосрочного урегулирования для устранения первопричин этого кризиса. И надо отдать должное нынешнему американскому лидеру. После возвращения в Белый дом он действительно занялся этим вопросом и, по нашей оценке, искренне стремится способствовать преодолению конфликта политико-дипломатическими методами. Мы это приветствуем, но, конечно, одного стремления мало. Нужны практические шаги по устранению тех самых первопричин конфликта, которые президент России, члены его правительства неоднократно излагали и которые заключаются в неприемлемости для нас втягивания Украины в НАТО вопреки дававшимся за последние 35 лет обещаниям. Вот. Что касается американцев, то, как я уже сказал, они, по нашей оценке, заинтересованы разобраться в сути украинского кризиса. И это отражено было в ходе встречи президентов Путина и Трампа в Анкоридже 15 августа. Там были достигнуты взаимные понимания, которые для нас сохраняют свою актуальность и могут служить отправной точкой в регулировании. Вот недавно, когда здесь у нас был специальный представитель президента Трампа Стивен Уитков, по итогам его встречи с президентом Путиным, обе стороны, и российская, и американская, подтвердили взаимные понимания, достигнутые на Аляске. Это очень-очень важный результат, потому что была после Анкориджа определенная пауза. Теперь здесь, в наших переговорах с американцами по украинской проблеме, я лично считаю, что недоразумения, недопонимания были устранены. Мы не вынашиваем, президент об этом очень четко сказал, никаких агрессивных планов в отношении ни членов НАТО, ни членов Евросоюза, готовы письменно в юридическом документе зафиксировать соответствующие гарантии, разумеется, на коллективной взаимной основе, вот в контексте изложенного выше подхода. Вот. Но это, повторю, это мы отвечаем за свои слова. А с той стороны царит откровенно милитаристский угар. И, как сказал наш президент, если Европа решит воевать, мы к этому готовы хоть сейчас. Мы передали нашим американским коллегам дополнительные предложения, которые касались коллективных гарантий безопасности. Мы понимаем, что, рассуждая о гарантиях безопасности, нельзя ограничиваться только Украиной. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в ближайшие выходные ожидает переговоров с США по европейскому предложению мира для Украины. Лидеры Великобритании, Франции и Германии обсудили с Трампом последние инициативы Вашингтона. Киев под давлением Белого дома, но пока сопротивляется плану, который многие считают выгодным Москве. Вчера во второй половине дня Эммануэль Макрон, Кир Стармер и я подробно поговорили с президентом Трампом. Мы обсудили дальнейшие шаги на ближайшие дни. Мы предложили ему вместе с американским правительством закончить документы в выходные. Есть одно предложение, о котором он еще не знал во время нашего телефонного разговора, потому что оно еще не было передано американцам.
Мы сделали это вчера вечером. Основной вопрос – на какие территориальные уступки готова пойти Украина? Но это вопрос, на который в первую очередь должны отвечать украинский президент и украинский народ. Мы ясно дали это понять президенту Трампу. И если мы будем продвигаться в этом процессе так, как планируем, то в выходные пройдут переговоры с американским правительством, а затем в начале следующей недели возможно проведение встречи здесь, в Берлине. Участие американского правительства зависит от того, насколько успешно мы вместе доработаем документы, над которыми сейчас ведется работа. Я достаточно уверен, что у нас получится. И после вчерашнего телефонного разговора с президентом Трампом у меня сложилось четкое впечатление, что он готов идти с нами по этому пути, потому что понимает, европейцы тоже должны отстаивать свои интересы. Мы донесли это до него вчера. В этом смысле разговор был очень конструктивным. Наши позиции были четко обозначены, и было выражено взаимное уважение. Мы – следующая цель России. И мы уже находимся в зоне риска. Когда я стал генеральным секретарем НАТО в прошлом году, я предупреждал, что то, что происходит в Украине, может произойти и с союзными странами. Нам нужно перейти на военное мышление. Я боюсь, что слишком многие тихо пребывают в самодовольстве. Слишком многие не ощущают срочности, и слишком многие считают, что время на нашей стороне. Это не так. Время действовать сейчас. А как Путин продолжает вести войну против Украины? Ответ – Китай. Китай – жизненная опора России. Китай хочет, чтобы его союзник не потерпел поражения в Украине. Без поддержки Китая Россия не смогла бы продолжать эту войну. Президент Трамп хочет немедленно положить конец кровопролитию. И только он может заставить Путина сесть за стол переговоров. Давайте проверим Путина. Действительно ли он хочет мира или предпочитает, чтобы убийства продолжались? Нам нужно быть готовыми. Потому что в 21 веке конфликты больше не ведутся на расстоянии. Конфликт уже у наших дверей. Россия вернула войну в Европу, и мы должны быть готовы к масштабу войны, который пережили наши деды и прадеды. В Польше по запросу Украины задержали российского ученого, проводившего незаконные раскопки в оккупированном Крыму. По предварительной информации, речь идет об Александре Бутягине. Он был руководителем археологической экспедиции Эрмитажа и без разрешения Министерства культуры Украины незаконно проводил раскопки на объекте культурного наследия в древнем городе Мирмекий в Керчи, в оккупированном Россией Крыму. Бутягина также обвиняют в уничтожении объектов культурного наследия с ущербом более чем 200 миллионов гривен. В розыске он находился с ноября этого года. Бутягина арестовали, когда он гастролировал по Европе с серией лекций и прибыл в Варшаву по пути из Нидерландов на Балканы. После допроса польский суд арестовал его на 40 дней. Украинская сторона требует его экстрадиции. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Если вы цените нашу работу, становитесь спонсором «Одного дня». Мы являемся независимым каналом, и для нас очень важна ваша поддержка. Подпишитесь на «Один день» и становитесь его спонсором. Ваша поддержка помогает нам оставаться независимыми. В немецком регионе Укермарк, земля Бранденбург, в среду поздно вечером произошел крупный разлив нефти из нефтепровода, который снабжает НПЗ РСК в Шветте. По данным пожарных, вытекло около 200 тысяч литров нефти. На месте работают около сотни спасателей. Продолжают прибывать новые силы и техника. Сообщений о пострадавших или влиянии на работу завода нет. Нефтепровод соединяет порт Росток с НПЗ РСК, ключевым поставщиком топлива для региона Берлин-Бранденбург. США обнародовали видео задержания нефтяного танкера, использовавшегося для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана. В течение многих лет этот танкер находился под санкциями США из-за его участия в незаконной сети перевозок нефти, поддерживающей иностранные террористические организации, написала в соцсети X генеральный прокурор США Пэм Бонди, добавив, что задержание состоялось у побережья Венесуэлы.
Федеральный судья в Калифорнии распорядился прекратить размещение направленных Дональдом Трампом войск Национальной гвардии в Лос-Анджелесе и вернуть их под контроль губернатора-демократа. Судья Чарльз Брейер постановил, что президент-республиканец превысил свои полномочия, когда взял под федеральное командование калифорнийские подразделения и отправил их в города, управляемые демократами. Администрация Трампа утверждала, что протесты против федеральных иммиграционных властей представляли собой восстание против правительства, что якобы оправдывало бы использование войск. Но судья указал, что доказательств этому нет. Брейер также отклонил заявление Белого дома о том, что суды не могут пересматривать решение президента о задействовании Национальной гвардии, назвав это чрезмерным расширением президентских полномочий. Иск подал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который добивался блокировки августовского указа Трампа о передаче федерального контроля над 300 бойцами Национальной гвардии до февраля 2026 года. По закону эти подразделения подчиняются штатам, но могут быть призваны на федеральную службу лишь при соблюдении четко определенных условий, которых, как решил суд, в данном случае не было. Между Китаем, Японией, Южной Кореей и примкнувшей к Пекину Россией начинается самый серьезный политический кризис за десятилетия. В среду 2 российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и 2 китайских H-6 вместе с 4 китайскими истребителями J-16 совершили перелет между островами Окинава и Мияко, а российские Су-30 и самолет А-50 одновременно активизировались в Японском море. Японские истребители F-35 и F-15 и 2 американских стратегических бомбардировщика Б-52 поднялись на перехват китайских и российских самолетов. Повторяющиеся совместные полеты бомбардировщиков обеих стран означают расширение и усиление их активности вокруг нашей страны, и мы не можем расценивать это иначе, как демонстрацию силы против Японии. Мы считаем это вопросом крайне серьезной озабоченности для нашей национальной безопасности. Это совместное китайско-российское стратегическое воздушное патрулирование является демонстрацией, предусмотренной ежегодным планом совместных проектов. Это показывает решимость и способность обеих сторон совместно реагировать на региональные вызовы в сфере безопасности и поддерживать мир и стабильность в регионе. Японии не стоит из этого делать шума или спешить с выводами. Эта напряженность возникла на фоне военных учений Китая и России и недавних заявлений премьер-министра Японии Саная Такаичи о возможной реакции Токио на угрозы со стороны Китая в отношении Тайваня. Но теперь Такаичи сделал еще одно заявление, которое может привести к дипломатическому скандалу уже с Южной Кореей. Обе страны считают острова Лианкур, в Корее их называют Токта, в Японии Такесима, своими, но публично спора на эту тему обычно стараются избегать. Такесима, которая относится к городу Окиносима в префектуре Симане, это, безусловно, исконная территория Японии, что подтверждают исторические факты и нормы международного права. Исходя из этой базовой позиции, мы и впредь будем действовать решительно. Таким был один день. Впереди новое событие. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.